От пациента 4 февраля 2021 года резекция внутригрудного отдела пищевода, типа Льюиса. 21 февраля 2022 года продолжение болезни, заднее средостение, трахея, проведено 5 курсов ПХТ, вся остальная информация есть в выписке. Есть сомнения после проведенной расшифровки КТ. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациента 64 лет, дата исследования, 22 июля 2022 года, область исследования, органы грудной клетки при мультиспиральной компьютерной томографии, с использованием реконструкций в сагитальной, аксиальной и фронтальных плоскостях, построением трехмерной реконструкции органов грудной клетки, состояние послеоперативного лечения, пищевод резецирован, желудок смещен вверх. На уровне правой легочной артерии сохраняется ранее описанное образование размерами 40 на 28 на 33 мм. 13 июня 2022 года -30,29,28 мм с активным накоплением контраста, неровными нечеткими контурами. Образование прилежит к ветвям легочной артерии, аорты, трахеи. Определяется единичный лимфоузел шаровидной формы, диаметром до 6 мм. На этом уровне стенка желудка на протяжении 24 мм, утолщена до 11 мм. Легкие расправлены, пневматизация легочной ткани неравномерна, за счет участков вздутия легочной ткани панлобулярной и центрилобулярной эмфиземы. На верхушках легких, плевроапикальные наслоения. В обоих легких, преимущественно паракостально и в базальных сегментах, сформированы многочисленные фиброзные тяжи. Участки локального пневмофиброза, более выражены в С8,10 слева, консолидация легочной ткани, преимущественно паракостально, множественные булы размерами до 25 на 19 мм. Ход и проходимость трахеи, главных и долевых, сегментарных бронхов не нарушены, стенки их уплотнены. Внутригрудные лимфатические узлы не увеличены, обычной формы и структуры. Жидкости в плевральных полостях и перикарде не выявлено. Свежих костных травматических и деструктивных изменений не определяется. Справа консолидированный перелом 3 ребра со смещением отломков. Выраженные дегенеративно-дистрофические изменения грудного отдела позвоночника, сформированы краевые остеофиты длиной до 12 мм. Сердце расширено преимущественно за счет левых отделов. По стенкам коронарных артерий и аорты немногочисленные кальцифицированные атеросклеротические бляшки. Диаметр аорты не расширен на протяжении всей зоны сканирования. Диаметр легочных артерий в пределах возрастной нормы. Подмышечные лимфатические узлы не увеличены. Заключение. Состояние послеоперативного лечения. КТ. Картина образования заднего средостения, утолщение стенки желудка. По сравнению с заключением КТ от 13 июня 2022 года некоторый рост образования, появление утолщения стенки желудка. КТ. Признаки неравномерной пневматизации легочной ткани, эмфиземы легких, множественных бул, участков локального пневмофиброза, атеросклероза аорты и коронарных артерий, выраженных дегенеративно-дистрофических изменений грудного отдела позвоночника. 23 июля 2022 года доцент кафедры М.М. Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Образование в средостении неправильной формы, его можно измерять по-разному, поэтому и может быть разница в размерах, иногда достаточно значительная. Имеет смысл ходить к одному рентгенологу, так будет более точно. С 13 июня 2022 года появилось некоторое утолщение стенки желудка, что может быть признаком рецидива заболевания. В этом случае лучше ФСАС сделать. В легких достаточно выраженные изменения по типу эмфиземы, пневмофиброза, что может давать слабость, чувство нехватки воздуха. С этим имеет смысл проконсультироваться у пульмонолога.